У каждой семьи есть свой фотоальбом, в котором они хранят память о счастливых моментах своей жизни. Первое свидание, прогулка по вечернему городу, свадьба, медовый месяц, ребенок и мечты о счастливом будущем. Денис и Даша начали свою семейную жизнь в украинском городе Харьков. Все было прекрасно, пока одним февральским днем они не оказались в числе миллионов беженцев, которые вынуждены были покинуть свои дома. Взяв с собой только самые необходимые вещи, они отправились в путешествие. В этом выпуске мы расскажем, как это было. Дорогие друзья, мы находимся сейчас в Норвегии, и вместе со мной в студии находится Даша. Еще буквально пару дней назад она находилась в Харькове, город, который подвергся бомбардировкам. Ей, ее семье, ее мужу, ее ребенку, ее маме заняло порядка 6 дней, чтобы они добрались в безопасное место. И вот она сегодня вместе с нами, и она поделится этой историей специально для вас. Ты можешь вспомнить какой-то интересный момент с твоей жизни, который связан с твоим городом, с Харьковом? Да, у нас очень красивый город, и я очень обожаю парк наш центральный. И у меня прям такое воспоминание из детства, то что мы с родителями идем в выходной день, все такие красивые, отдохнувшие, выспавшиеся, и на работу не нужно родителям, и мы красивенькие идем в парк, там едим мороженое, какие-то эмоции вот такие яркие для ребенка, что там аттракционы, веселье, такая семейная атмосфера, добрая, теплая, такая ассоциация с моим городом. У тебя есть муж и один ребенок? Да, дочка. Что вы делали 23 февраля? Чем вы занимались, ваша семья? Я, по-моему, отвезла дочку к родителям, они помогают мне. Она пока что не ходит в садик, я ее иногда отвожу к родителям, в это время работаю, занимаюсь какими-то домашними делами, и этот день проходил именно так. Потом вечером она приехала, и мы поужинали, я уложила ее спать, и мы включили с мужем какой-то фильм интересный, там заварили чай, какие-то вкусняшки, и вот была хорошая, добрая семейная атмосфера. То есть вообще вечер был как обычно, ничего не предвещало беды, вы легли спать, да, по обыкновению, или же все-таки было что-то, ощущение? За несколько дней до этого была какая-то тревога, была информация тревожная, что есть какая-то военная техника на границе, и есть эвакуация людей из ЛНР, ДНР, это территории ранее захваченные Россией были, и там идет длительная война с 2014 года. И как-то была эта информация, но не хотелось в нее верить. То есть мы ее воспринимали, но не всерьез. Вы заснули. Во сколько ты проснулась? Я сказала, что мы смотрели кино, пили чай, и мы легли довольно-таки поздно. Мы уснули где-то в 2 часа ночи, и я проснулась от звука взрывов в 5 часов утра. То есть в общей сложности, получается, мы спали 3 часа. Какая твоя была первая реакция? Что ты подумала? Это тоже какой-то шок, это недоумение. Я побежала смотреть в окно, и я думала, это какая-то ошибка, что это салюты или что-то, какие-то петарды, как у нас иногда взрывают подростки. Потом я немножко начала сопоставлять события, что это, скорее всего, война, и я начала будить мужа, но это тоже у меня было оцепенение, это было как-то неуверенно, то есть я вроде верила и не верила в тот момент, и я думаю, чего я буду его будить, если я еще не проверила эту информацию. Но после буквально 2 минут начали звонить наши родственники, наши родные на мой телефон, на его телефон, то есть его разбудил друг звонком, он быстро схватил телефон, и друг тоже сказал в трубку, что началась война, надо что-то делать. А сколько тебе понадобилось времени для того, чтобы принять дальнейшее решение? Вот ты проснулась, разбудила мужа, получается, да? Какие ваши дальше были действия? Вы думали отвезти ребенка в садик, или же вы думали оставаться дома и ждать какой-то информации? Первая реакция, мы начали максимально собирать информацию, чтобы подтвердить, что это реальность, что это не страшный сон, что это не показалось, что это не салюты, не какие-то праздники, это на самом деле
страшный кошмар, который творится и который все боялись, которого все не хотели верить, но в глубине души боялись, что такое может быть. И мы позвонили родителям, позвонили моей тете, и она живет близко к окружной дороге, где идет уже трасса туда, на Россию. И у нее были более мощные удары, поэтому она вообще моментально собрала свою семью, и они поехали к моей бабушке и дедушке в Харьковскую область. Мы какой-то взяли паузу на подумать, то, что я сказала, да, проверить информацию, поговорить вообще, что, какие прогнозы, может быть, у нас какие-то будут предприниматься в нашей стране действия, которые максимально это все закончат. И по прошествии, наверное, часов 3-4 мы понимали, что это все усиливается, ничего не заканчивается, и нам потребовалось, получается, 4 часа, чтобы уехать из города хотя бы в область. Там было тихо Во на сколько тот момент. это произошло по времени? Ну, В тот же день, получается, 24-го? Да, мы не будили ребенка, мы подождали, пока она сама проснется, чтобы ее не пугать, чтобы не сеять панику, потому что она, как ребенок, более восприимчивая. И она проснулась, мы ей сказали, что, доченька, не пугайся, если ты услышишь громкие звуки, это война. Ну, мы ей объяснили на понятном ей языке, она смотрит мультики, чтобы она немножко понимала, что это не есть хорошо, что это плохо, что это плохая ситуация, и чтобы она была готова быстро взять нас за руку, да, и мы ее взяли за руку и уехать, чтобы она там, да, взяла игрушку, какие-то вещи быстро, и мы переместились. Поскольку это произошло? До 12? Это вот как раз мы где-то позавтракали, как-то, да, нужно было тоже, чтобы были силы переместиться. Но это не был завтрак, обычный семейный завтрак, как у нас происходит, раньше происходило. Это все тоже было в тревоге, в звонках, в новостях, по интернету, по телевизору. И мы принимали решение, где безопаснее, мы просто не знали. Может быть, с той стороны, куда мы собирались ехать, еще опаснее. Этого никто не знал. Но вы все равно решили ехать куда-то. То есть или к вашим родственникам, получается, за город? Да, мы решили ехать. Почему? Потому что мои родители проверили подвал в их доме. Мой муж пошел в подвал нашего дома, и там нельзя было спрятаться, там не приспособлены были условия. То есть у нас нету как таковых в нашем районе города, нету бомбоубежищ. Если в центре города есть, там предусмотрены, чтобы в бомбоубежище была вода питьевая, электричество, вентиляция какая-то. Иначе, если это помещение не будет оборудовано подобным образом, то это просто ловушка. Если там человеку придется находиться несколько суток, то он скорее там погибнет, нежели он будет где-то в квартире или в доме. Поэтому подвал у дедушки, там туда можно было быстро, да, относительно спрятаться, потом выйти в какое-то тоже безопасное место, помещение. И поэтому мы решили, что там будет безопаснее, и поехали туда. Мои родители заехали на их машине, мы сели в одну машину, взяли вещи, вот буквально те, которые мы тогда собрали за 2 часа. Опять-таки не было понимания, что такое война длительная. Мы думали, что удастся урегулировать ее за несколько дней. То есть мы взяли буквально там джинсы, какую-то кофту теплую, пару вещей теплых для ребенка и щетка, там, зубная паста и все. Окей. И вы поехали к вашим родителям за город. В тот же вечер к бабушке, дедушке вы приехали, получается, к ним, и там было спокойнее, да? Там было немножко слышно, но вдалеке. То есть у нас очень было слышно, буквально как будто бы возле моего дома что-то взрывалось, и какие-то были звуки снарядов разрывающихся. Там было слышно далеко. Как вы приняли решение убегать из города? Мы переночевали, эта ночь была тоже полна страха, полна тревоги, были слышны взрывы тоже вдалеке. И мы не знали, что дальше. Мы не знали, когда опять-таки это закончится, что лучше делать. Было понимание, что нужно быть в безопасности и стараться оградить наших детей. Туда приехал мой брат со своей маленькой дочкой и с женой. Жена беременная в положении. И, конечно, все очень переживали, что в случае чего, конечно, нужно детей и женщин спасать. Потому что
им нужно особое внимание. День 25 февраля. Какие ваши действия дальнейшие? Вы принимаете решение ехать или вы еще остаетесь на месте? Мы следим за новостями официальными по телевидению, мы собираем информацию, мы смотрим запасы еды. Сразу же в первый день были какие-то перебои, огромные очереди людей побежали в магазины, потому что люди хотели какие-то сделать запасы на случай, если нужно будет, как я говорила, в подвале или в бомбоубежищах быть длительное время. И, собственно, мы проверили запасы еды. У нас была еда, наверное, дней на 10, поэтому с этим не было тревоги. И мы решили, да, вот хотя бы эти 10 дней побыть в доме в области Харьковской у бабушки с дедушкой, и там подождать, и, возможно, все успокоится. Вот так. Как долго вы находились в этом доме еще? Мы находились достаточно долго. Потом уже начали заканчиваться запасы еды. Мы начали ездить в магазины, там было меньше еды. Нельзя было пойти, как раньше, да, по списку купить все, что я хочу, все, что требуется. И было понимание, что, скорее всего, надо ехать куда-то, надо рассматривать вариант спасаться, потому что если война затянется, то некоторые люди просто не выживут. И это страшная реальность, но надо было ее прогнозировать. Получается, отсутствие еды в магазине как-то заставляло вас задумываться о том, что нужно двигаться дальше? Один из факторов — это перебои с едой. Перебой То с есть едой, у нас да. пока была еда, но мы понимали, что если так все будет продолжаться, то с этим будет сложно. Затем в следующие дни после начала началась активная бомбардировка Харькова, и мы видели репортажи с улиц, по которым мы буквально пару дней назад гуляли, и мы видели разрушенные здания, огонь, дым, разбитые машины, люди, которые побросали все и эвакуировались, они ехали. Наши друзья выехали в первые дни, и они рассказывали, что огромная очередь, нету бензина, нет возможности проехать. И мы, конечно, переживали, как организовать вот эту логистику, как добраться. Да? Мы начали собирать информацию, кто из друзей, где они могут нам помочь, нас приютить, как-то нас провести, потому что в другой стране, не зная языка, достаточно сложно. И сложно, опять-таки, передвигаться с ребенком, потому что взрослый человек, он может переночевать в плюс-минус каких-то скромных условиях, а для ребенка важно не мерзнуть, питание, свежая еда. Поэтому мы несколько дней взяли на подготовку, на сбор информации, и мы это все координировали. Спасибо большое моему мужу, моему папе, которые мыслили не эмоционально, не импульсивно, а четко, спокойно, уравновешенно. Они старались спасти нас и создать для нас хорошие условия, чтобы мы могли дальше жить. Кто конкретно повлиял вот на ваше решение, что вы взялись, сели в машину и начали убегать? Были какие-то люди за границей или ваши друзья в Украине, которые сказали: все, ребята, давайте сматывайтесь хоть куда-то? Был кто-то? Это все в комплексе. Конечно, окончательное решение за человеком, да, за нами было, но все друзья очень, очень тепло, они все сказали: ребят, приезжайте однозначно, это мы поможем в любой ситуации, когда бы вы ни приехали, во сколько, в 5 утра, ночью, днем, утром. Мы сделаем все для вас, потому что мы видим, что это очень страшно, что война — это самое худшее, что может происходить вообще в реальности. Хорошо, вы, получается, садитесь в машину, какие-то у вас продукты, да, были еще с собой взяли, и вы поехали в сторону противоположную от военных действий. Да, мы объезжали Харьков, мы не заезжали в город, потому что там были страшные картины. Наши друзья, которые ехали из Харькова, они говорили, что без слез невозможно проезжать, и это целая травма проехать через свой город, который разрушен, где все разрушено, и даже есть тела, какие-то трупы вокруг. Это очень потрясает сознание. В какой город вы поехали? Мы поехали, первый день мы остановились в городе Александрия. Мы каждый день в общей сложности проезжали около 500 километров. И сколько дней, получается, вы ехали по Украине?
По Украине мы ехали, по-моему, 3 или 4 дня. Вы знали, где вы остановитесь, где вы Нет, будете ночевать? нет, мы не знали. То есть вы ехали, и наступил вечер. Мгм. Какие ваши дальше У действия? нас были координаторы, волонтеры, которые знали какие-то точки помощи, где люди, беженцы, оставались на ночлег. Как вы получили информацию о этих волонтерах? Где? Через знакомых. Через знакомых? Ну, То есть да. вам кто-то скинул телефон или как? Или интернет это было? У моего мужа есть одноклассник, который нам помогал в Польше, и его сестра эвакуировалась из Харькова, и она приехала в Польшу. И она... Нет, именно по Украине. Да, она нам помогала. Да? Она из Польши, у нее была какая-то база данных вот этих волонтеров, и она там смотрела информацию, где можно, она созванивалась. Это тоже люди, которые колоссальную работу проделывали. Они отложили все свои дела, и они вот буквально сутками сидели на телефонах, чтобы людей координировать, людям помогать, что, ага, ребята, вы выехали отсюда, где вам переночевать? Сейчас я перезвоню, проверю. И это колоссальная работа, потому что много людей, ну, несколько тысяч людей одновременно, да, покинули свои дома, и всех состыковать, чтобы, да, и всех куда-то пристроить, это крайне тяжело. Первую ночь вы приехали, ваш друг вам сказал, вот едьте по такому-то адресу, вас там примут. Вы там- Сестра его, которая, да, вот она нам помогала. И вы спасибо приехали ей. по этому адресу, переночевали, как вас приняли? Очень-очень тепло, это просто такая благодарность этим людям, которые нас встречали, они без капли какого-то осуждения, с полным пониманием, с теплом. Они говорили, ребята, отдыхайте, кушайте, что мы можем для вас сделать, чтобы как-то облегчить ваше состояние. Мы понимаем, что вам не весело, вам очень плохо, исходя из того, что мы видим, что происходит в Харькове, в Харьковской области и на тех территориях, где неспокойная обстановка военная. Первую ночь мы ночевали в детском доме в Александрии, доме в да, Александрии, там детей эвакуировали, и там были, получается, полностью детский дом, он маленький, но там тоже были кровати, столовая, где... Вас накормили там, да? Да, нас накормили, приютили, все Приютили, показали, да, там... На следующее утро рассказали. во сколько вы проснулись и во сколько вы поехали? Рано утром проснулись, в часов 7-8 утра, покушали, нас тоже любезно там покормили, сказали, ребята, едьте, там, дали даже дочке моей в дорогу, там, что-то, конфеты какие-то, сок, то есть очень-очень. Как вообще была дорога вот эта? Много машин было на дороге? Ну, или же- поскольку мы ехали не в первые дни, то уже вот это основной поток людей все-таки выехал, да. и у нас было посвободнее, то есть не было пробок как таковых больших, не было перебоев с бензином, с топливом, у нас была альтернатива ехать на газу или на бензине, это тоже здорово, То что... есть на заправках было топливо, да? Да, Без да, проблем да. можно Да. было заправиться? Ну, там и- были, может быть, маленькие очереди, там буквально 5-8 машин, и всем, да, давали бензин. Следующая ваша остановка где была? Какой город? Следующая наша остановка была в Хмельницком. Хмельницком. Что это? Детский дом или это частный Это дом? была церковная тоже община, где помогали людям, там вот конкретно массово уже много было людей, им тоже давали еду, одежду, можно было там тоже сходить в душ, помыться, привести себя в порядок, и да, там тоже была очень атмосфера Вторая хорошая. ночь. Следующий день вы едете опять около 500 километров. Следующая остановка где у вас была? Следующая остановка была в семье. Я как раз вот в процессе Помнишь, как их дорог... зовут? Да, это тоже замечательная семья. Это тоже вот, да, вот эта цепочка неимоверная, как люди друг другу помогают, как они передают тоже информацию, как они договариваются. Это был парень, его родители, его родительский дом, который... Он работал с вот этой сестрой, одноклассника моего мужа. И он говорит, мои родители тоже помогают, приезжайте, чувствуйте себя как дома. Он приехал, нас сопроводил, у них там маленький город, они там, в общем, в частном секторе нужно ехать искать. Он приехал, нас сопроводил, они тоже накрыли ужин, приготовили еду горячую, свежую, но мы до этого жили, мы немножко ограничивали себя, потому что я рассказала, какая ситуация была, и моя дочка съела огромную миску каши горячей, я прям чуть ли не плакала от этого момента, потому что я понимала, что ей было сложно эти 3 дня передвигаться в машине, и для ее организма это была нагрузка.
Вы уже где-то находились, получается, на границе Да, Украины и да. Польши, да? Мы остались у них еще на одну ночь, потому что я ехала немножко простуженная, и у меня была температура, мне болело горло, и мама моя и мой муж переживали, что что-то может со моим здоровьем быть не то, чтобы я выздоровела, и дальше мы продолжили ехать. Опять-таки люди, которые нам помогали в Польше, одноклассник Юра, спасибо ему, Юра. И он тоже, да, он выехал из своего города, чтобы нас встречать. Он бронировал гостиницу, он сам в Кракове, он ехал в Люблин, там бронировал гостиницу, потому что мы хотели изначально лететь из Гданьска сюда, в Норвегию. Да. Нас ждала сестра Лиза, сестра моего мужа со своей семьей. И она потом сообщила, что нам надо лететь в Роде, возле Осло. И можно лететь из Кракова. Ясно. Поэтому, да. Давай вернемся назад. Как бы мы еще находимся с тобой в Украине. И где ты оставила своего мужа? Получается, его не выпускали из-за того, что... Ну, военное положение мужчин не выпускали, которые придать не до... Где вы с ним расстались? На границе. На границе с он Польшей. До границы вас довез? Да. Долго да. вы стояли в пробках или как-то быстро Нет, прошло? мы тоже здесь. Опять-таки спасибо моему мужу за логистику, за организацию, потому что, ну вот, он тоже выяснил, где лучше пересекать границу, где меньше пробки, чтобы это было максимально комфортно для меня, для моего ребенка, для нашего, для моей мамы. Где вы пересекали границу? Помнишь это место? Я забыла название, но это просто куча информации, и я уже так не фиксировала. Хорошо. Да. То есть твой муж довез тебя, вы попрощались с ним. Ты плакала? Ну, конечно, мы никогда не расставались на длительное время. У нас не было такого перерыва какого-то там в отношениях, чтобы мы долго не были вместе. Поэтому это, конечно, сложное решение было, и сложно было... Но мы думали, что мы решили, что так будет во благо для сохранения жизни моей, нашего ребенка, и он сможет о себе позаботиться. Вот. Вы поехали на машине дальше, он пошел назад пешком? Или нет. Как там это произошло? мы приехали, мы думали, что мы будем переходить границу пешком, но там нам повстречалась очень хорошая женщина, она ехала сама в машине, она пересекала границу, и она увидела, что мы с ребенком, она говорит: давайте я вас в машине провезу через пропускной пункт, чтобы вы пешком не шли. И мы тоже ей доверились, хотя нас предупреждали, что там есть разные истории, когда обманывают, да, с людьми там неблагополучно поступают, но мы тоже увидели в ней доброту, доброе сердце и милосердие, и мы с ней проехали. И мы, получается, попрощались с мужем и с папой вот буквально до пункта. И они сели в машину, на которой мы ехали весь этот путь, а мы сели к этой женщине и поехали дальше. Куда вас эта женщина дальше отвезла? Она нас провезла до волонтерского центра на границе уже в Польше. Около Варшавы где-то, да, волонтерский центр? Или... Нет. Это именно в том пропускном пункте. Получается, Польша организовала много волонтерских центров на разных пунктах границы. Вы попали в этот центр. Что он из себя представляет? Там выдавали бесплатные сим-карты, там была еда, которую можно было взять, горячие напитки, какие-то предметы первой необходимости там для ребенка, подгузники, коляски, какие-то инвалидные вот эти вот для людей с ограниченными возможностями. С этого центра вы тогда, получается, поехали в Гданьск? Да? Нет, мы поехали в Краков. В Краков, окей. Да. Как долго вы ехали? Они вас везли на машине, получается, уже ваши друзья? Нас они отвезли. Они договорились тоже о гостинице, где нас тоже приютили бесплатно. Гостиница в Кракове приняла вас абсолютно бесплатно. Это тоже было очень прям сверхценно, потому что там, я слышала, очень тяжело с этим. Там очень много беженцев, очень много людей из Украины. Там сложно где остановиться. Но наш друг Юра тоже договорился со своей знакомой, которая организовала нам эту ночевку в этой гостинице. То есть на протяжении всего пути люди открывали свои дома, свои... Да.
предоставляли вот вперед. Да, и Юра, женщина. Юра нам тоже очень сильно помогал. Он купил билеты, он распечатал билеты. Он говорит: ребят, держите билеты, вот ваш самолет. Он ночью приехал, проснулся, отвез нас на самолет в аэропорт. Кто встречал вас в Норвегии? Нас встречали замечательные ребята из Украины, которые тоже здесь давно живут. Это Сережа и Алина. Да, Сережа приехал специально утром тоже перед работой, отложил все свои дела, приехал в аэропорт, привез нам еду, воду и повез нас дальше. Куда он вас отвез дальше? Он нас отвез, мы сели в поезд и доехали до станции Осло-С. Вы покупали билеты или вам дали это бесплатно? Нам дали бесплатно. Бесплатно? Да. Можешь рассказать, как это было? Да, нам сказали ребята, что Норвегия очень помогает сейчас Украине, и можно проехать на железной дороге, показав паспорт. Круто. То есть вы показали паспорт и поехали, да? Да, да, и нам вот тоже очень доброжелательно люди, прям, да, спасибо, проезжайте, все в порядке. Вы пришли на центральную станцию, да. просто достали ваш паспорт, Пошли показали. в кассу, да. Алина нам помогала тоже на норвежском языке, она переводила, она сказала, что мы встретились с нашими друзьями, которые тоже приехали из Украины, это Оксана и ее детки, они еще с собакой ехали. Вот, и они тоже направлялись в Молде, и мы поехали вместе. Они тоже договорились с Лизой, что она им поможет, и с Лизой, и с Никитой. И мы, собственно, вместе с ними дальше продолжили путь, пошли в кассу. Алина нам помогла взять билеты, и мы их получили распечатанные и стали ждать. У нас еще там оставалось несколько часов до поезда. Вот, и потом сели на поезд и ехали. На поезд? Да, наслаждались красотой за окном и ждали уже уставшие, когда доедем. Там у нас была еще одна пересадка, она немножко была стрессовая, потому что там выделялось всего лишь 5 минут на пересадку из одного поезда в другой. За это время нужно было детей перенести, собаку, все вещи, ничего не забыть, и это тоже немножко был стрессовый момент. Кто вас встретил на железнодорожном вокзале? Нас встретили Лиза, Никита и еще наш еще один новый друг. Вот, это Артур, который тоже живет в Норвегии, он говорит по-русски, он сам приехал тоже на машине и помог нам доехать до Молде. И вы приехали в Молде, и Да. вас тут встретили. Вы И мы думали, выдохнули. фух, но тут Лиза говорит: нет, ребят, еще не все, я вас еще познакомлю с хорошей семьей, у которых вы побудете какое-то время, пока мы вас пристроим Да. здесь, в коммуне. Это Леша и Кристина, и замечательные детки твои. Какое было твое чувство? Вот ты приезжаешь, опять же вам говорят, Да. вы будете ночевать в какой-то семье. Ну, я немножко Как ты? переживала, потому что мы еще не были знакомы. Лизу я знаю, она ночевала в нашем доме, я понимаю, что ее дом открыт для нас, то, что все спокойно. Ну, я немножко переживала, как вам будет, да, что мы тоже посреди ночи, мы достаточно поздно приехали, и мы посреди ночи к вам заходим и, в общем, тоже врываемся в ваш спокойный уклад жизни. Но я тоже была удивлена, когда вы нас встретили и сказали: ребята, все спокойно, не переживайте, мы вам поможем. И я тоже почувствовала, что можно расслабиться, выдохнуть. Когда ты приехала в Молде, кто вас дальше координировал и что вы думали дальше делать? Лиза предварительно собирала информацию, что нам нужно будет обращаться в полицию, обращаться в коммуну Молде, что Норвегия выделила 120 мест в Молде для людей. Вот этот регион, куда вы приехали. Да, для людей, кто из Украины, беженцы. И нам нужно прийти и сказать, что, ребята, у нас война, и нужна помощь, нужно убежище, нужно место, где мы можем быть в безопасности. Где ты сейчас живешь? Куда вы попали? Когда мы первый раз общались с коммуной, мы написали заявление, где указали профессию свою. Вы писали на норвежском или на Мы писали на английском, да. Хорошо. Ну, я не знаю, может быть, можно было заполнять на другом языке, но для удобства мы заполняли на английском, потому что всем было понятно, о чем идет речь. Да, мы заполнили анкету, где указали профессии, образование, какие-то возможные там информацию, которую нужно знать по здоровью. И представители коммуны сказали, что они рассмотрят эти заявки, чтобы понимать в дальнейшем, какое пособие требуется на каждую семью. У них имеет значение, там, сколько детей, допустим, да, возраст
так далее. И они сказали, что мы вам индивидуально просчитаем пособие и будем заниматься активно вопросом трудоустройства. И также, что нам необходимо ехать дальше в полицию, писать еще одно заявление на вид на жительство, Да. чтобы нам дали официальный документ. Вот. И, собственно, мы это время продолжали ждать у наших друзей уже новых в Норвегии. И вот буквально несколько дней назад нам еще одну встречу назначили, где нам сказали, что мы просчитали для вас пособие на время ожидания начала программы для беженцев и также подыскали нам жилье временное также. И сейчас мы вот вчера переехали в кемпинг, который здесь совсем рядышком, где мы будем жить месяц до официального еще нашего переселения в то жилье, которое будет дальше. Сколько, получается, времени понадобилось вам, чтобы добраться вот до Норвегии из Харькова? Сколько дней? Давай мы посчитаем. Так, получается, первая ночь мы ночевали в детском доме Александрия, Хмельницкий, потом Ковель 2 ночи, это 4, Краков 5, и ну вот 5 суток, на 6-е сутки мы доехали. Я 100% уверен, что у тебя есть друзья и вообще есть люди, которые до сих пор, может быть, находятся в Украине, в разных местах Да, или да. под обстрелами, которые, может быть, задумываются о том, что им нужно попасть в безопасное место. Что бы ты могла вот им сказать сейчас? Вот своим друзьям, своим подругам. Да, я бы хотела вам сказать, что принимайте решения всегда самостоятельно, вам всегда будут говорить, что что-то невозможно, что что-то сложно, что будут препятствия, и это правда. Но если вы приняли решение, значит, оно истинное именно для вас, и не бойтесь идти туда, где неизвестность, туда, где вы не знаете, что там будет, потому что люди добрые, они помогают, и наверняка вам встретятся те люди, кто будет равнодушный, кто никак не отреагирует на, может быть, на ваши какие-то просьбы, но большинство людей, они открытые, добрые, они помогают тем, кто нуждается. Дорогие друзья, хочу сказать, что Даша, она психолог, и она занимается этой практикой уже какое-то время. И вот как раз, когда наступила война, она предлагает каждому из вас совершенно бесплатно пройти у нее консультации. И я надеюсь, и я верю, что она вам поможет и советом, и ее профессиональным советом. Вот, ну, Даша, а теперь ты как психолог, вот, как чувствовать, как получить вот успокоение во время вот того, что сейчас происходит? Подпитывать себя целью, смыслами, энергией, жить, продолжать жить, цепляться за жизнь, ценить ее и стремиться двигаться, идти вперед. Вот. И поддерживать обязательно своих близких, поддерживать тех, кому сложнее, кто слабее, кто хуже справляется, и быть опорой для них. И это тоже отдельный смысл. Если мы помогаем другому человеку, мы опять-таки наполняем смыслом свое существование еще раз. Дорогие друзья, это интервью мы записали с Дашей специально для вас, для каждого из вас, кто, может быть, сейчас находится где-то в подвалах, или вы в дороге, или вы что-то делаете. Специально для вас мы записали его, чтобы вы послушали и поняли, что мир полон добрыми людьми, и любой человек, не любой человек, но многие хотят вам помочь. Особенно вам, беженцам, которые сейчас находятся в такой сложной ситуации. И это мы сделали для того, чтобы придать вам какой-то веры, какой-то уверенности, чтобы вы сделали этот шаг и не боялись, да, не боялись. Вот Даша тому пример, ее семья, они прошли этот путь, и вы это можете точно так же сделать. Держитесь, все будет у вас хорошо. It is all in our hands, it is all in our